Публикуется новость, друзья, news.ru публикует, как всегда, немножко недорассказав, я это возьму на себя. В Великобритании автомобиль влетел в толпу людей, несколько человек получили тяжелые травмы, слава поддержке. Виновного водителя возрастом около 30 лет задержали, пострадавших доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что после наезда на дороге и тротуаре лежало много людей. То есть ситуация нападения, случайность, не случайность, похоже, что не случайность, а дальше небольшие добавления, которые российские журналисты почему-то не сделали, они хотели, просто забыли, скорее всего. И это то, что данный деятель был мигрантом из Индии. И вот подобных странных людей, тут еще пока полиция воздерживается от информации, пока известно только, что он из Индии, все боятся, конечно же, преждевременных акцентов на рознь, на мусульманских радикалов, очередных исламистов. Я со своей стороны напомню, что этого же боятся люди в России, потому что какие-то сотрудники, видимо, этих исламистов активно завозят, опять же, оттуда же, из Индии, мигрантов, подобного, видимо, толка. Не знаю, опять же, время покажет, когда по этому делу будет какая-то информация. Но уже дел хватает и в России. Это мигрант из Индии, и он влетел в толпу на машине. То есть такие случаи нередки, к сожалению, они становятся уже такой достаточно регулярной практикой. Берегите себя, друзья, будьте осторожны, особенно там, где активно кто-то, явно не из любви к государству своему, тащит подобных радикальных мигрантов. Россия относится к таким странам. То есть будьте осторожны, не знаю, сидите дома, уходите на удаленку, посоветовал бы я. Не знаю. Или давайте искать какие-то альтернативные варианты. От себя дополняю то, что это был мигрант из Индии. В Россию сейчас активно пытаются пробить каналы. Как пробить? То есть официально подготовить народ, потому что есть такие сообщения, что очень нужны для сельского хозяйства мигранты из Афганистана. Я прям не могу не улыбаться в этот момент, настолько это глупо звучит. То есть кому-то они нужны, конечно. Вряд ли для сельского хозяйства, потому что Афганистан, откуда у них опыт возьмется, у них там только виноград и героин. А из Индии для борьбы со снегом. Они боятся холода, их еще пока никто не видел даже на улице, и объясняют так, что они от холода прячутся. Возможно, они через Россию каким-то образом попадают туда, где потом устраивают подобные события. Еще раз, это вольное мое предположение, но я бы от него не отказался. Их завозят огромное количество в Россию, потом подтверждают попытки перехода границы, тоннели роют снизу, а дальше в Европе происходят какие-то жуткие вещи. И я бы это все, еще раз, это мое личное мнение, я бы это увязывал в единую картину. То есть кто-то пытается бороться с Европой, возможно, этот кто-то официально заявляет, что западные страны – это зло. При том, что мы с вами прекрасно понимаем, что это пример цивилизации и цивилизованности. Но, возможно, я таких называю секта Хаминеи. Они их ненавидят. Кто бы это мог быть? Давайте думать вместе.